Больше 123 или меньше. Как часто ты дрочишь? Переехать в Коста-Рику. В апреле села за руль и приехала в Никуда. Как вам с нами работается? Супер. Знаете, почему он сегодня тащит? Потому что он в нашем мерче от ДДХ. Приехали домой, и первым делом, что мы сейчас сделаем, это, наверное, завалимся спать. Хотела бы сказать я, но мне надо монтировать. Из ведра какого-то помоечного пьет. Всем приветики. В общем, 6 часов вечера время. А ничего, что сейчас 4:30? Вчера не пили. Просто сил нету. Спину ломит, все ломит. Я поспал, позавтракал и поспал. Куча дел, но делать ничего не хочется. Очень лень. Как думаете, раз в 3 недели нормально брать себе полноценный выходной? Вот это он, походу. Мое состояние сейчас. Вот они, знаменитые блогеры. Так вот они живут на самом деле. Ну что, будем сейчас смотреть сериал как? Последний танец. Последний танец. С Майклом Джорданом. Джорданом. Why it's not liberal? А, это Майкл Джордан, ну? Я сегодня решила сделать рассольник. Сейчас заказала все продукты, а соленые огурцы забыть купила. Купить забыла. Только не говори, что ты опять газировку какую-то берешь. Или пельмени. Что? Что ты собираешься брать? Я брокколи еще. А они не здесь, вот они, в соседнем. Я чувствовал, Перепутал что они немножко. где-то рядом, да, немножко перепутал. Угу. Надо, кстати, взвеситься. Хорошая идея. Блин, вот хочется вареники. Давай пельмешки возьмем. Давай вареники. Вареники не так интересно, как пельмешки. А мне не интересно пельмешки, говнище Давай пельмешки. возьмем пельмешки и вареники, может. Давай. У вас тоже так же прийти в магазин за огурцами солеными и купить все, кроме них? Просто у нас это семья овощей. Семья овощей. Только вот едим мы не овощи, к сожалению. Опять торт купили. Шок-контент. Да, мы очень толстые. Толще, чем были в начале года. Несмотря на то, что похудели на 20-ку, поправились вроде как на 23. Даже замазались с пацанами месяц назад. Но для того, чтобы начать худеть, надо как минимум взвеситься. Итак, Марта. Марта? Марта, да, моя девочка. Скажи нам, как дела вообще? Больше 123 или меньше? Сломалась Марта. Марта сломалась. Ну что, поехали к Новому году хотя бы 110. Нормально? Нет, давай 100. Не, ну к Новому году невозможно за 1,5 месяца. 110 к Новому году. Вечер худеющего лентяя и лентяйки. Так, как это, блин, делается вообще? Офигеть, я не понимаю. Как сделать так телефон, чтобы, типа, в зеркало меня было только видно? Как? Вот сейчас расклад такой. Нормально видно? Ну странно, что ты сам себе в зеркало смотришь. Смотри в камеру туда и в камеру. А, камера, привет. В общем, чего, один день я выспался, все нормально. Мы поспали сегодня на другой кровати. Спина не болит, ничего не болит, готовы делать движения. Сейчас нужно привести себя в порядок, побриться, помыться. И уже можно будет садиться делать классные различные вещички, о которых я вам расскажу попозже. Смотрите, что хотел показать. Недавно купил себе бритву, короче, вот такую. Вот, Philips электрическая. Конечно, с одной стороны клево, особо нету раздражения от того, когда ты бреешься такой бритвой. Но, с другой стороны, реально ей нужно бриться вечно. Я не знаю, там, пацаны, кто бреется электрическими бритвами, может быть, я просто какую-то не ту купил или еще что-то. Ну, просто вот так 6000 лет должен делать. Ну, в общем, как бы такой расклад. В общем, 4,5 минуты у меня ушло на то, чтобы побриться, типа, ну, как раз вот почти в ноль. Пару мелочевочек тут осталось, уже после душа уберу. Ну, наверное, нормально для электрической бритвы. А вот такая картинка у нас будет. Открытая тренировка по покеру и грустный Колян, который выиграл 716.
Bad luck, реально. Bad luck. Так, ну что полезного я сделал за день? Во-первых, побрился, но это вы видели только что. Полезно. Ну, это просто друг ко мне приехал. Вот. Йоу. Во-вторых, я записался на теннис, поэтому все, реально, с завтрашнего дня худеем. Прям ходим 3 раза в неделю на большой теннис, чтобы похудеть. А сегодня из полезного мы провели стрим с открытой тренировки, где разобрали занос Коляна, который недавно выиграл 710 или 15 тысяч долларов в турнире Покер Кинг. Первое место занял. Это Колян. Это Толян. Все, Колян и Толян. Там за кадром Глебаджо. Он сейчас будет там. Все мы здесь. Все готово. В общем, и раз уж Коля приехал из Красной Поляны к нам в Сочи, то мы решили пойти немножечко посидеть. Для тех зрителей, кто смотрели трансляцию с хорроллеров, он занял 2 место в хорроллерах, а я 6-е, но получил денег как за 1-е. Ну, чуть-чуть меньше, чем за 1-е, да, потому что они поделили. Ты, да, Колян, да. Ну, короче, Толя, Коля и Оля — это нормальные имена, имейте в виду. Вот, но самое лучшее имя, конечно, Ульянка. Пришли в прикольное местечко в одно из наших любимых. Вот, Ульянка счастлива. Короче, взяли устрицы. Я не знаю, кто никогда не пробовал устрицу. В общем, необычный вкус, но нам заходит. Но их не нужно пить, их нужно типа вот такой маленькой вилочкой, типа. Ой, нет. Получится пить, потому что... Они прям слишком большие, да. Ну, и... Сопли моря получается? Получается так. Короче, в общем, не знаю, с Коляном обсуждаем, что делать. И знаете, какая сейчас идея в голову Все пришла? за океан. Да. Переехать после Нового года на зиму в Коста-Рику. Как вам такая идея? Так, смотрите, у нас новый интервьюер, Анкудинова Ульяна Андреевна. Я уже не знаю дальше, что спрашивать. Да, значит, в гостях у Ульяны Николай. Пожалуйста, да, у нас элитная съемка, ваш вопрос. Я не Ксения Собчак, подождите, пожалуйста, мне нужна пауза. Так ты А можешь... сколько вы зарабатываете? Я из Садки, город маленький, 50 тысяч населения. Мы поставили шулеров, и Вегас в глазах загорелся, эти семерки там, бананы падают там, клубничка. Подожди, а ты начал чё вы, друзья? забирать деньги типа выкидыванием карт в пас? Да, ну выкидывал в пас и играл на хороших. Многие не знают этих нюансов. Да, многие очень не знали, что они играли на все. Ну, кол. Наблюдение за игроком, Наблюдение за особенно игроком, в оффлайне, да, пипец важная штука. дает как бы буст, ну, вообще понимание того, что сильный или слабый соперник. Расскажи немного о твоей жизни в Мексике. День всегда начинался с пробежки по... Ой, ну все, мы не поедем. Блин, нахера я сижу с этим идеальным чуваком вообще? Сессия начиналась в 9 утра. Проходила так, будто игровой день, ну, часа 3 или 2 занимался его. А ты с кем поехал? Ну, изначально один, но там уже Слава был. В первый же день, в первую же сессию, когда я прилетел, там, спустя пару дней, у меня на GG 12 место турнира за 200 какой-то там Beat the Pro. После того, как я заселился в другую квартиру, которая изначально в отеле просто была. Слава приходит ко мне после воскресенья неудачного, я такой, у меня тут персоналка с Sunday колдауна, там за первое, 1040. Ну да, хороший турик. Я такой, бац, 3 место сразу, ну все, посвободнее теперь. Ну, поехал-то все равно не самым таким хорошим БРом. БР — это банкролл, это та сумма денег, которую вы готовы потратить на игру. Потом 2 недели я просто лежал под травой где-то на пляже, просыпался и засыпал, ну, почти, образом. Наслаждался этим морским бризом, предвкушал какие-то приключения, хотя я уже был в них, но чувствовал прям запах пиратов, там, рома, попугая. И все 2 недели где-то вот в таком ритме прошли, а я просто лежал под пальмой, грубо говоря. Потом приехали ребята, мы сняли дом, и начался гринд. Но гринд, который не ощущался вообще.
гринд был настолько Потому что кайфовый. ты... Гринд это когда ты, типа, много играешь. Ну, для того, чтобы в покере, ты же знаешь От уже, какого милая. это слова? Выигрывать Гринд, нужно... гриндные. Да. Нужно много играть, нужна дистанция. Вот. Гринд, гриндить, много играть. Расписание было однородное. То есть здесь мы как будто иногда заканчиваем в 9, в 7 утра. Да, иногда И- в 3. и- да, иногда. Ну, иногда в 3, да. И это... Толя чаще всего заканчивает где-то в 11 вечера. Что-то ты Ну, молодец. кто послабее, знаешь. Да. И вот, и это... Они в 9 вечера грузят турниры основные, ну и в 11 уже идут отдыхать. Это типа выбыл рано, там 26,7. 26,7. Идешь, ныряешь в Карибское море, окунаешься под лунным светом, выныриваешь, такой, «О, готов еще». И вот эта вот энергия какая-то от природы. Шел на рынок, покупал фрукты, овощи. Вечером иногда по заносу у нас была фича. Кто выиграет больше 10 тысяч, ведет всех в кафе. И так наша программа лояльности называлась, кафе. Ну что, кафе будет? Все, кто-нибудь из нас, ну там, раз там в неделю кто-нибудь выиграл. А были у кого-то загрузки свыше 10 тысяч? Но один чел, да, мы там познакомились с ним, он выиграл браслет в СОПа в этом, ну, джипа кирке. И как бы он уже там подороже нас играл. Он уже вас вел в кафе-бафе. Все, утром пробежка, йога, грин до вечера, вечером идешь в море или в кафе. Все, заканчиваешь день, в 11 уже в люльке, все, уже спишь прям. Просыпаешься с первыми лучами солнца или с первыми криками птиц. В симбиозе. Не, ну это точно Мечтаешь о рай. таком? Да. Блин, я, наверное, похудею в таком режиме, как думаешь? Движение, должен. жизнь, Я же прям схудну по-любому, да? больше двигаться. Нормальный план для похудения? Однозначно, потому что ты же еще и будешь больше фруктов и овощей будешь есть в таком месте. Я думаю, это прям тянет на такую еду. 100%. Обратная сторона медали. Вообще, было одно исследование. Исследовали летчиков, испытателей, которые подвергаются большим физическим, эмоциональным нагрузкам, и покеристов в момент раздачи или гринда. Так вот, по соотношению переживаний и волнений в голове очень сопоставимо. То есть, на самом деле, я не знаю в какой момент, но мне кажется, я когда-то взорвусь. Когда к этому начинаешь проще относиться и принимаешь игру такой, какая она есть, то меньше ты страдаешь от каких-то вот этих треволнений, переживаний, буйств в голове. То есть изначально было это, то, когда ты шел разбитый, такой разбитый, что ты даже, наверное, не мог представить, что ты встанешь на следующий день из-за такой ужасной сессии. Но ты просто просыпаешься и начинаешь день заново, начинаешь сессию заново. Что с точки зрения теоретической подготовки, вообще знаний, как это ты получил? Общение и, ну, скорее всего, обсуждать больше с кем-то. Нужно, короче, комьюнити, правильно? Да, думаю, что в Кенты комьюнити есть нужны. хороший путь. Ульяна Дудь, как часто ты дрочишь? Нет. Был момент, когда я 3 месяца вообще не прикасался к органам. Почему? Потому что это энергия, а ее нельзя просто так выплескивать. И что это тебе дало? Свободу. Я не свободен от своих желаний, но когда я от них освобождаюсь, я могу их оставлять в стороне, те желания, которые мне мешают так или иначе. Ну, типа те животные инстинкты, грубо Да, говоря. те животные инстинкты, которые отдаляют от разумных каких-то. И которые больше на тело сконцентрированы, а не на достижении каких-то разумных вещей. Колян, в чем счастье вообще? Когда ты чувствуешь каждый свой шаг и не отклоняешься от него. Но это значит, нужно знать, куда ты идешь? Наверное, суть не куда ты идешь, а как Что делает змея? защищается. Защищается, змея защищается! Шипит! Не надо мешать, она нас спала. Привет, собака-убийца. Привет, собака-убийца. Привет. Ты не спал? Да нет же. Ты совсем не спал. Ты все это время сидел и ждал нас, да? Да, я не спал, вообще глаз не мог Вообще не спал. Привет, собака-убийца. Как делают собаки-убийцы? Покажи. Вода! Вода! Ты мне прыщик закрыл? Да.
Предисловие. Толя сейчас позавтракает так, как я завтракала 15 лет практически каждое утро. Все нормально. Овсяная каша с тушенкой. Очень Это очень перспективно. вкусно, между прочим. Это Пошло. выглядит только стрёмно. Ляда, что ты делаешь? Еду прячу. Никто не должен знать, что я иду в парк с едой, с человеком-спортсменом. Между Ну, прочим, я обещала каждый день сейчас ходить на пробежку, точнее на дорожку в тренажерный зал, потому что у нас в субботу фотосессия. Я, походу, буду вот такой вот на фотосессии. Это 6 подбородков было видно. Так я специально. Мне в тебе очень нравятся 3 черты. 3 твоих подбородка, да? Нет, твой подбородок. Мы идем на спорт. Наконец-то, сейчас будет тяжело, но я хоть чуть-чуть подвигаюсь. Это будет Кайфарикинск. Пока Толя на теннисе, вот бесимся. А у меня завтрак. Приятное, да, времяпрепровождение? Офигенно, да? Смотрите, Толя как будто всю жизнь теннисом занимался. Ну, сказать, что тяжело, это вообще ничего не сказать, но мы продолжаем рубрику «Понаехали». В общем, многие, кто смотрит нас давно, знают, что одно из лучших действий, которые мы с Ульянкой сделали в жизни, это переехали в Сочи. Мой новый тренер, знакомьтесь, Зарина, да? Зарема. Зарема, нужно запомнить четкое башкирское имя. Ну, оно оказалось дагестанское. Дагестанское имя из Башкирии. О, да, в общем, она сейчас расскажет, как она переехала в Сочи, что было поводом. Мне эта история очень понравилась. В декабре у меня в очередной раз на морозе лопнули пальцы. Я села в машину и решила, что я тут делаю. Что я тут... В Уфе, да? Да. В Уфе. Что я тут делаю? делаю? В апреле села за руль и приехала в никуда. В никуда, то есть в Сочи, Краснодарский край. Да. В общем, у тех, у кого тоже лопаются пальцы, и если сейчас... Или нервы. Нервы, да. Welcome to Краснодарский край. Это не так страшно, согласись? Это прекрасно, это вообще бомба. Ну Вот, да, вы и- видите счастливые лица этих людей Да. вообще? И еще важный момент, который я усвоил, получается, я же почти никогда не играл в теннис, вот 2 месяца только весной занимался, и сейчас был 3 месяца перерыв, и я сейчас взял ракетку и стал играть намного лучше. У меня такое уже было несколько раз в жизни, когда ты чем-то занимаешься, не получается, потом перестаешь на какое-то время, в мозгу это укладывается, и становится получаться намного лучше. Даже тренер мне сказала, что я типа для жиробасов нормальный. Вот. Что ты будешь опасной акулой, когда похудеешь. Опасная акула, а не просто рыбка. Так что, ребята, делайте то, что хотите, не бойтесь. Все получится. Главное, делайте. Ну, короче, это игрозависимые люди просто. Чистые лудики. Да, Рудик? Конечно, куда мы опять пришли? Зоомагазин. Давай такую штуку мы купим. Вот это большие. И вот маленькая. Нет. Ян, а почему мы решили правильно питаться и вдруг в нашем рационе оказывается торт? Потому что правильное питание, я из-за него чувствую себя очень ограниченно. Достаточно счастливая пищевая зависимость такая, неправильное психологическое отношение к еде. Вот, поэтому я, чтобы себя порадовать, и ем сладкое. Я даже не знаю, Чуть-чуть. какой торт. Чуть-чуть. У нас завтра фотосессия. Я хотела перед этой фотосессией бегать каждый день, чтобы прийти на фотосессию с секси и шмекси. Ну и сколько раз ты побегала? Значит, будет жесткий контент, я тоже попробую. Не, невкусно. Слава богу. Давно не снимали, потому что сегодня все сидим дома. Я вообще бездельничаю, ничего не делаю. Так, только салатик приготовила. Завтрак. А мальчики сегодня стримят вдвоем, поэтому снимать времени вообще нет. Хочу вам показать, что они делают. Что? Что они делают? Чилим! Всем привет! В
Всем приветики в этом чатике, чилим. Глеби! Где ты? Что говорит? Пойду к нему узнаю. Этот тоже кушает, чилит. Вот ребята стримят. А я вот так вот прихожу к ним и снимаю их. Вот Глеб играет, вот Глеб здесь, Глеб здесь. И здесь тоже. Да. Толя привет передает. Ну, Толю-то слышно. И тебе привет. Время 10:50. О, время 11:50. Я поехала собираться. Мне будут делать прическу и мейк, потому что у нас сегодня фотосессия в мерче ДДХ. Обожаю, когда вызываешь комфорт, а приезжает комфорт плюс. И, в принципе, люблю очень эту машинку. С комфортом поедем, с ветерком. Все-таки нашла я студию красоты в Сочи. В этом плане так же сложно, как и в Москве. Но посмотрите, как здесь красивенько, уютненько. Это мы любим, да? Конечно. Здесь такой хороший сервис, даже таблеточки предлагают сразу. Вот такую куколку из меня сделали в Сочи. Вообще, мне кажется, как и в Москве. Если ты куда-то хочешь прийти, у тебя есть эта точка, ее очень тяжело найти. Всегда приходится постараться, чтобы дойти до этого места правильно. Ну, лично у меня, потому что у меня есть моментик, у меня топографический кретинизм. Мы поехали на машине Глеба, огромной компанией, на фотосессию. Не грусти, милый, мы скоро придем. В общем, сегодня суббота, отличный денек, у нас классный повод. Приехал ко мне мой друг Паша со своей женой Сашей. В общем, мы привезли они классный мерч ДДХ, который долго мы разрабатывали. Паша с женой Сашей! Вот, и мы, в общем, сейчас едем делать фотосессию в этом мерче, все покажем, все расскажем. Ульянка в честь этого события сходила в салон красоты. Я уже об этом рассказала. Чик, потом ставишь, как раз склеечку тебе сделал отличную. Вот. В общем, сейчас Глеб Баджо за нами заехал на машинке. Поедем из Сочи в Адлер, потому что там фотостудия поприкольнее. В общем, отличный денек впереди нас ждет. Еще вечерком у меня будет вторая тренировка по теннису. Худеем. Смотрите, я повелитель ворот сейчас буду. Я успел. Вот, в общем, это Саша. Она вот обожает сниматься, поэтому даже отвернулась чуть-чуть. Это Глебаджо. Здорово, братан. Здорово. Это вот детские вещи специально для Ульянки мы взяли. Вот так. Чё? Сейчас эта шутка явно не актуальна. Почему? Потому что я сегодня потому что я женщина. сегодня леди. Вот смотрите, как в Москве, в Сочи из Москвы люди едут, бауль, шмауль, вот, короче, небольшие спойлеры, да, это вот Пашка, вот такие небольшие спойлеры, видите, ДДХ. Ну, что у нас здесь? Об этом потом подробнее, об этом потом подробнее. Все, погнали! Приехали на фотосессию в студию Артпорт. Это одна из лучших студий Сочи. Но прикол в том, что Артпорт находится в Адлере. Так, ну что, мы в гримерке. У нас есть час до того. Садись. Зачем? Краситься. Нет, подожди, краситься будем чуть чуть позже. Сейчас у нас знаменитая рубрика «Распаковка». Вот. Значит, посмотрите, в каком удобном виде доставляется мерч. Прямиком из Гуанчжоу. Прямиком из, да, питерского Гуанчжоу. Так, запускаем руку. Первая вещь, которую мы видим. Рюкзак! Ничего себе! Для тех, кто не знает, это не сумка. Это, слушай, прикольно, кстати. Пакеш, о, какой колесенький. Надо с ним путешествовать вам. Слушай, ладно, я беру свои слова обратно. Рюкзачки, наверное, надо будет заказывать. Йо, вот это вообще солидно. Очень круто, да. Короче, это Робби. Я тоже хочу такую женскую.
без капюшона. Робби, да? Блин, нифига, материал такой приятный. А штанишки, они типа а-ля, как по идее, в комплект к рубашке, да? Но Ну, они померяем, отличные померяем, и к посмотрим. этому. Так, что еще? Домашние шортики. Это кто ли любит? Это в комплекте Это вот моя к этому. тема. Сейчас, А это, да, мы видели фоточку твою. Чет. О, слушай, приятные тоже какие. Нифига. Футби. Вот такая футби. Да, ну то есть, как бы, ну-ка, Паша, Футби. Паш, Робби, футби. рассказывай, значит, все фирменным отличительной особенностью это мерча мы- является что? Получается, Ты то, нам что нагрузил хлопок, шмопок, там что-то, все четенько. самое крутое, что у нас туз в рукаве всегда. Туз в рукаве. О, Так, У тебя так. даже два, походу. Да, у меня сейчас. два туза. Арсений Кармацкий. Ага, так, ничего себе, у Ленки какой юмор уже пошел. Так, какой тематический Ну юморок. так, чего же вы хотели? Толстовочки. Здесь у нас что? Натрибатил на толстовку. Толстовочка на 3 бета. Слушай, прикольное Это нанесение. вышивка, смотрите, как здорово. Не отлепится ничего никогда. Значит, да, у каждого мерча еще, да, есть вот такая Шеврончик. бляха. Это Всегда на правой руке шеврон. Так, и Александра, значит, что там было, да? У нас 100% хлопок, это важно, это что там, где? Не будет никаких катушек, и вы не будете потеть. Ой, это очень здорово. Я не буду потеть, что ты Зато это рассказываешь актуально. тоже, да. А То есть вот на это худи да. нашито, да, А а здесь? здесь типа вот так, правильно? Да. Ну это тоже не отлепится. На футболке плохо делать нашивку, а очень тонкая ткань будет. Моя любимая. Здесь Мгм. черная на черном нанесение. Она бы подошла Сереже Альвицкому, это в его стиле. Это, очень мне кажется, футболка. его футболка вообще. И такая же, только с красными акцентами. Ага. Чирик. Ну, вот это самый топчик. О, это вот типа как у тебя, только вот Только с с красным красными. вкраплением. Ой, А это вот красиво. получается... Короче, ребят, вы пропустили топ-контент, когда я мерил штаны, они мне были маловаты. Маловато, это мягко говоря. Сейчас будет дубль 2. Надеюсь, этого никто никогда не увидит. Вопросы сразу, которые будут у ребят. Первое. Когда можно будет купить мерч? Я думаю, что в начале декабря мы откроем продажи. И, соответственно, к Новому году все уже смогут получить свои заказы. По кайфу. Где можно будет купить мерч? У нас будет свой собственный интернет-магазин ddx-shop.ru. Заходите, О, покупайте. ничего себе. Так, а если я живу в Гватемале? Отправим с деком. К какому Новому году тогда мы получим? 2025. Да, что по ценам хотя бы так, плюс-минус? Дорого. Дорого, хорошо. Дорого. Хорошо и дорого. Ладно, если серьезно, я знаю, точнее, я участвовал в этом процессе, мы очень долго делали мерч. Да, там, какие сложности вообще, если ты хочешь начать делать свой мерч? С какими проблемами сталкиваешься? Правильный выбор подрядчиков, правильный выбор креативной команды, которая тебе сможет выдать какой-то классный результат, очень большое собственное желание, очень большая включенность в процесс. Какие основные косяки? Вот, например, сейчас вот мы уже сделали как бы некую пробную партию. Перед тем, как мы выпустим в продажу, будут устранены еще нюансы. Что из косяков, вот последние доработки даже, что осталось? Но вообще и от изначальной партии, которую мы продумывали, у нас осталось, наверное, только 50% вещей. То есть все остальное мы исключили вообще из нашей коллекции. А сейчас остались какие-то мелкие доработки, они связаны либо с размерной сеткой, ну то есть там что-то больше, что-то меньше, это нужно подкорректировать. Где-то немножко заменим материал, но в остальном, в целом, все окей. Как думаешь, какое самое популярное будет толстовка? Футболки. Это толстовка, это то, что с капюшоном. Да, с капюшоном и с маской. А без капюшона это что? Это свитшот. который Свитшот. Саш, ты как девочка купила бы себе какую-нибудь вещь? Конечно. Пашке подаришь что-нибудь на Новый год? Блин, так получилось, что мне не надо не покупать никакую вещь.
Они все у меня могут быть просто так. Блин, вот смотрите, домашние шортики вообще офигенские. Но их можно не материал. только дома носить, мне кажется, большинство Нет. дома поносят и такие, да Но ладно. те, кто дома носит, у меня все домашние вещи, они становятся вначале вещами по выгулу с собакой, а потом и в целом основными вещами в гардеробе, Ну, да, знаешь. или в поход пойти на тренировку. Это кто тут сидит вообще? Что это за школьница? Сейчас рюкзачок еще надену. Да. Нужно отдельную спортивную футболку. Ульян, ты скажи мне, ты регуляр? Нет, я хайроллер. Какая, ты думаешь, самая популярная вещь будет в мерче? Думаю, худи. Худи? Тоже так думаешь? Да. Окей. Как вам с нами работается? Супер, мне нравится. Нормал. Покажи мне. Что показать? Письку. Скажи мне, откуда у тебя такая толстовка? Тут все написано. Читай инструкцию. Ну, не покерная аудитория не поймет, но нормально. Ну, в общем, это типа аналог, сами понимаете, как обычно бытует мнение, как девчонки получают автомобили или айфоны. Вот бытует мнение, естественно. Это вот то же самое, только на покерном сленге. И мы, ребята, попроще, поэтому нам достаточно толстовки. Зачем нам автомобили? Вы тоже можете на 3бетить. На вопрос, кого трибетить? Что-что? Выбирать главное, кого 3бетить. Глеб смог натрибетить, и вы сможете, да. Короче, все отсняли. Сейчас я еду на очередную тренировочку по теннису, надо худеть, это совсем жирный. И потом уже поедем все нормально, поедим. Приехали в ресторан «Пармезан» в Адлере. Ждем Толю, когда он вернется с тенниса. И ему можно будет кушать все, что угодно, потому что он сегодня занимался, и он молодец. Вот так уютненько располагают нас. Блин, все-таки спорт, это реально так круто, так офигенски. Ты просто в 1000 раз лучше себя чувствуешь. Ребята, кто такая же ленивая жопа, как и я, поднимайте свою жопу и ходите заниматься спортом. Вы начинаете чувствовать себя в 1000 раз круче. Мозг начинает работать лучше, энергии намного больше. Ну, а то скоро сдохнем, блин. Надо двигаться. Пока, короче, я занимаюсь спортом, ребята после ответственной съемки, конечно же, точат. Точат они в ресторане «Пармезан» в Адлере. Вот такой медведь нас здесь встречает. О, здорово, Миха. Ольга. Слушай, так и не скажешь, что это девочка, конечно. О. Мы только говорим, ты же должен сейчас приехать. Да, Тебе так только и что есть. салатик поставили. По кайфу, пожрать вообще тема. Поесть. Ты А, очень поесть. хорошо выглядишь, похудел. Конечно, я же спортсмен, Реально сразу видно. Короче, после классного дня вечером приехали домой. Вот, и да, йоу-йоу. Решили поиграть в настолку «Шакал». Кто знает, офигенская. Я уже победила. Шпатом в кадр попался. Вот, кто знает, офигенская игра, очень прикольная, всегда по-разному. В общем, если любите настолки, «Шакала» рекомендуем. Шипит. Всем приветик. А, мы же не говорим всем приветик. Подождите-ка. В общем, у нас сегодня завтрак в 3 часа, почти в 3 часа дня, потому что мы сегодня очень плохо спали. Лучше бы вам не знать, на самом деле, истинную причину. Вот, и мы решили, точнее, я решила порадовать сегодня Толю. Вот таким вот завтраком-ужином. Это такие питы. Конечно же, я столько не съем, это на всякий случай. Но если что, съест Толя, правда? Конечно. И под этот бодрый завтрак мы готовы объявить победителей конкурса, который мы разыгрывали в прошлом влоге, на фишечку и на блокнот. В общем, фишечку получает Джохан. Человек с ником Джохан, у него был такой коммент. Влог зашел, лайк поставил, Ульяне отдельный респект за смелость снимать бла-блы-бла-блы. Да. Да, Класс. Это он победил? А Он? я хотела, чтобы он победил. Он выиграл фишку. В общем, блокнот и ручку выигрывает Ярослав Шкуратов, у которого коммент начинается: «Мой талисман слоник, богатство, удача, был самый смешной момент» и так далее, и так далее.
В общем, по кайфу, ребят, напишите, пожалуйста, под вашими комментариями под прошлым видео свою телегу, и мы с вами свяжемся, поздравляем победителей. Рука устала. Ой, рука не устала. Мы готовимся к воскресной каточке в новом мерче. Вот дали новый мерч, а у меня новые шмотки, потому что я хорошая хозяйка. Все поняли, бля? Ночь как ночь, ну а ты почему-то не спишь. Хер знает, как это поется, потому что Толя не спит. И он затащил турик только что под названием Daily Monster Stack с боином 250 баксиков, 483 участника было, 18 982 почти бакса дали за первое место. Класс, а сейчас ты играешь? А сейчас у меня финалка Sunday Special 88, вот такие призы, за 9 место уже дают точно 1465, за первое будет 14651. Ты же обещаешь, что ты его затащишь? Но нельзя в покере ничего обещать, я сделаю все возможное для этого. Понимаю. А знаете, почему он сегодня тащит? Потому что он в нашем мерче от ДДХ. Красавец. Ну вот это мы вот сегодня видео закрываем. Короче, вот так вот. Не буду показывать себя, но вы все понимаете, что я счастлива так же, как и эти парни. Ну что, посмотрим, смогли ли мы хоть чуть-чуть похудеть. Проблема в том, что из-за вчерашнего заноса я немножко попраздновал, поэтому точно какой-то лишний вес появился. Но взвесимся, вдруг мы грамм 500 смогли скинуть. Чик. Блин, ну и чё, играли в теннис, играли. О, и Марта заговорила. А похудели, блин, на 300 грамм. Но это из-за того, что вот вчера что-то, видимо, влили в себя много жидкости. Но в любом случае набираем форму. И на этой недельке уж пару килограмм. Ну, в смысле, которая неделька будет. Уж пару килограмм точно сбросим. А так уже неплохо. Ну что, закончилась неделька, еще одна. Получилось классненько. Опять получилось немного занести. И главное, что начали немножко двигаться. Играть в теннис. Люблю это дело. Так что по чуть-чуть становимся лучшими версиями себя. И вам того же советуем. И раз ты досмотрел это видео, не забудь поставить лайкозаврик этому видео. Ну и, конечно же, там подписаться на канал и прочие вещи. До новых встреч! Шипит! Ну а теперь для тех, кто досмотрел наш влог до конца, есть приятный сюрприз. Мы хотим разыграть 2 толстовки эксклюзивного мерча, который не войдет в новую коллекцию. Его больше никогда не будет, и только вы сможете его получить. Одна из этих толстовок уже на мне, но ее мы не разыгрываем, потому что она слишком мне понравилась. Первая толстовка размер М, и вторая толстовочка размер XL, солвер для неудачников. Победителя будет 2. Ваша задача написать классный слоган, который, возможно, войдет в нашу новую коллекцию мерча. Он будет сверкать на наших худи, свитшотах и футболочках и радовать ваш глаз. И не забудьте рядом со своей идеей слогана написать свой размер одежды. Это очень важно. Скорее участвуйте, включайте свое воображение и выигрывайте классные, оригинальные, эксклюзивные толстовочки от ДДХ.